Всем добрый день! Сегодня хочу провести обзор моего сада, что взошло и как выглядит на данный момент времени. Дело в том, что весна у нас в этом году очень поздняя, и почки недавно стали набухать. И должна вам сказать, что наши деревья и все кустарники уже обработаны и от вредителей, и от различных заболеваний на деревьях. Я их обрабатывала как осенью, так и весенний период времени. Самые ранние цветы еще цветут, потому что весна достаточно поздняя у нас. Хуже всех у нас перезимовали розы-шрабы. Конечно, не думала, что будет такая суровая зима, до минус 30 градусов по Цельсию. Веточки, посмотрите, все стали коричневые. И, конечно же, пришлось мне над этими шрабами поработать. Пришлось сделать для них кардинальную обрезку. Вот так вот выглядят обрезанные шрабы. Но ничего страшного, пойдут они расти. Лучше всего себя чувствуют плетистые розы и английские розы, которые я посадила осенью. Они тоненькие, они маленькие, но они перезимовали практически без укрытия. Уже появились листочки, вот, поэтому считаю, что на пятерочку. Лилейники морозостойкие растения, поэтому ждут своей подкормки, тоже вышли очень хорошо из зимы. Набухают почки уже у метельчатых гортензий, все они хорошо себя чувствуют, все хорошо сохранились. Клематисы пока что никак не проявляют себя, и вот роза-шраб тоже подмерзла. Это роза плетистая, ни один побег я не удаляла весной, потому что роза была хорошо укутана, хорошо завернута в спанбонд. Морозостойкая астильба китайская, я ее никогда практически не укрываю. Это астильба, которую я купила в этом году, уже посадила и не ожидала, что будет такое прекрасное растение. Очень пышное и красивое. Начинают цвести тюльпаны, проявляют уже себя хосты. Все хосты в моем хостарии и другие хосты на участке чувствуют себя великолепно. Но лучше всех, конечно, мне понравились розы чайно-гибридные, для которых я в осенний период времени делала сухое укрытие из 2 слоев спанбонда 60-ки. Ни одного побега подмерзшего, ни одного побега высохшего, то есть я весной их практически не обрезала. Посмотрите, побеги крепкие, красивые, зеленые, с хорошей листвой. В этом году еще посадила лилии, и лилии прошлого года уже потихонечку начинают появляться. Думаю, порадуют нас своим хорошим и пышным цветением. Растут у меня вместе с чайно-гибридными розами. Семенами высаживала в прошлом году растения, тоже чувствуют себя великолепно, не укрывала. Но зато с гейхерами мне, конечно же, придется поработать. Вышли из зимы не очень хорошо. Барбарис желто-зеленый, бордовый барбарис чувствует себя великолепно без укрытия. Гортензия крупнолистная. Вначале подумала, что придется все побеги обрезать. Она у меня была вообще не укрыта, но сохранилась очень хорошо. Открыла чешуйки почек, они оказались зелеными. Значит, все с ней, с гортензией нормально, будет цвести на отлично. Все смородины, и черная, и красная, обработаны, почкового клеща на них нет. Лучок неплохо выглядит. Тоже его подкормила немножечко и обработала. В одной из теплиц у меня второй раз уже посеянный редис. И посмотрите, вторые посадки уже достаточно хорошо взошли. Вот, ждем повторного урожая. Одну сторону перечной теплицы заняли. А это растут сидераты с другой стороны.
И считаю, что сидераты необходимо высаживать, даже высевать весной, для того, чтобы обогатить почву и еще больше обеззаразить. Хочу показать вам розочку, которую я черенковала уже в августе месяце. Посмотрите, как она хорошо выглядит. Она у меня зимовала в этой теплице под 5-литровой банкой. Я ее достала, посмотрела, ком земли оплетен уже корневой системой, поэтому как только позволят температуры воздуха, я ее высажу, конечно же, в открытый грунт. Выглядит роза великолепно. Сидераты сделают свое дело на грядке. Вот, скосим и затем посадим сюда перцы. Это вторая теплица, помидорная. Здесь тоже растут сидераты в виде горчицы. Должна вам сказать, что все теплицы обработаны как в осенний, так и весенний период времени. Осталось мне только обработать почву. Как только позволит температура воздуха, как только они повысятся, и я пролью почву фитоспорином, потому что фитоспорин именно действует достаточно при высоких температурах. Тем, кому видео было полезно, подписываемся на канал.